Я есмь Заратустра, вновь пришедший к вам. Вы находитесь сейчас в низшей точке материальности. И поэтому очень многие истины вы не можете воспринять в силу того, что слишком большая плотность окружающего вас мира. Ваш мир вибрирует на самой низкой частоте, допустимой в этой Вселенной. И для того, чтобы вам приобщиться к тем процессам, которые происходят во Вселенной, вам следует немного поднять частоту ваших вибраций. Должен вам заметить, что если частота вибраций окружающего мира поднимется даже очень незначительно, то ваши физические проводники могут не выдержать подобной нагрузки. Вот почему во многих, если не во всех религиях, говорится об очищении вашего физического проводника и более тонких проводников, к которым относятся ваши эфирное, астральное и ментальное тела. Вот почему вам постоянно напоминается, что вы должны соблюдать пост, сохранять в чистоте ваши мысли и чувства. Как только Земля повысит уровень своих вибраций еще немного, вряд ли среди тех, кто сейчас читает мое послание, найдется несколько сотен человек, способных выдержать эти новые вибрации планеты. Поэтому я к вам прихожу и даю вам это учение о том, как вам сохранить ваши проводники при смене вибраций планеты Земля. Прежде всего, вам следует побеспокоиться о вашем физическом теле. Это тело страдает больше всего, так как его частота вибраций самая низкая. Поэтому уже сейчас вам необходимо облегченное питание. Следует исключить любое употребление в пищу мясных продуктов и даже птицы и рыбы. Я уже не говорю об отказе от алкоголя, никотина, наркотиков и многих других вредных веществ, которые вы с завидным упорством продолжаете употреблять, несмотря на все наши увещевания и предостережения. Вам следует обращать внимание на качество всего, что вас окружает: воздуха, воды, пищи. Та пища, которую употребляет большинство из вас, не годится в качестве пищи будущего. Ваша пища должна состоять в основном из каш растительного происхождения, соков, минеральной воды и некоторых естественных продуктов, например, меда, фруктов, овощей. Остерегайтесь любой химической обработки пищевых продуктов, включая консервирование. Не употребляйте в пищу те продукты, которые прошли фабричную обработку. Кроме обогащения вредными и канцерогенными веществами, эти продукты обогатились массой отрицательной энергии, когда находились на складах, в цехах и особенно на полках магазинов.
Если вы будете следовать нашим советам, то очень скоро количество потребляемой вами пищи будет сведено к минимуму. И вы сами на ваших земельных участках, вдали от крупных городов, способны будете выращивать для себя и своей семьи необходимые продукты питания. Излишек пищи, который вы потребляете, связан с тем, что ваши энергетические центры, ваши чакры замусорены. Поэтому вы не способны получать полноценного энергетического питания через ваши чакры. На самом деле, основная энергетическая составляющая вашей пищи должна приходить к вам из божественного мира по системе чакр. Для поддержания вашего физического тела необходим просто определенный набор минеральных веществ, белков, витаминов, жиров, углеводов, которые в достаточном количестве содержатся в растительной пище, выращенной в экологически чистых районах, без использования ядохимикатов. Вам не нужно употреблять столько пищи, сколько вы привыкли. Ваши тела должны быть облегчены максимально, чтобы вибрировать на более высоких частотах. Иначе вы будете болеть и плохо себя чувствовать. И вынуждены будете в конечном итоге последовать моим советам. Но пройдет много времени, а я вам предлагаю готовиться уже сейчас. Должен вам сказать, что правильное питание и правильный образ жизни, конечно, играют значительную роль в вашем развитии. Однако первоочередным является расширение вашего сознания, способность вмещать более емкие вещи, выходить за привычные рамки и догмы. Необходимым условием мы, вознесенные владыки, всегда считали, что стремящийся на определенном этапе своего пути обязательно должен посвятить всю свою жизнь служению эволюциям Земли, встав на ступени нашей земной иерархии. Как видите, у вас впереди достаточный фронт для работы и над собой, над своим собственным сознанием, и фронт работы по помощи вашим ближним. Поэтому не жалуйтесь нам, что вам нечем заняться, и вы не знаете, что вам делать. Просто перечитайте эту мою диктовку и другие диктовки владык, которые мы даем через нашего посланника, под тем углом зрения, что конкретно рекомендуют владыки вам для использования в ваших жизнях. Возьмите бумагу и ручку и перепишите все советы и рекомендации. После этого поставьте плюсы возле тех пунктов, которые вы выполнили или к выполнению которых вы приступили. Я уверен, что после этой простой операции вы сделаете для себя правильные выводы. Я есмь Заратустра.